Приветствую всех фанатов волейбола. Прошу меня простить, 10-й юбилейный тур прошел мимо моего канала. Я заболел и возможности сделать разбор просто не было. Сегодня мы поговорим о матчах 11-го тура и выясним, как Николов и Локомотив могли потерять очки с аутсайдером, смог ли Факел одержать первую гостевую победу, и кого не досчитался один из газпромовских клубов в зенитовском дерби. Все прямые трансляции и записи матчей вы можете смотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации волейбола, а также на телеканале Волейбол, ссылка в описании. После такого перерыва ваша поддержка буквально необходима. Лайк, подписка, теплый комментарий – это то, что нужно видео для продвижения. Обязательно заглядывайте в мой телеграм-канал, там выходят эксклюзивные интервью, да и вообще много полезной информации. Наливайте чаек или кофеек, запасайтесь вкусняшками, а мы начинаем. Традициям изменять не будем. Вашему вниманию совсем не объективный, диванно-экспертный разбор матча новосибирского Локомотива, который приехал в Нижний Новгород на встречу с местным клубом «Горький». Уже который год Константинов, видимо, дает установку своим связующим в матчах с нижегородской командой по максимуму задействовать центр сетки. Николов на пару с Лызиком с задачей справлялись отлично, а параллельно сам болгарин в излюбленной манере оформлял скидки. Но беззаботный ход сета резко сменился на напряженный. Лызик не реализовал свою атаку, а Петыркин отыгрался от рук блокирующих, сокращая отрыв до минимума 19-20. Благо для новосибирских болельщиков центральный классно отработал на подаче. Эйс. Затем командный блок на Железнякове, а вскоре снова эйс после тайм-аута Дранишникова, подтверждая заслуженное попадание в список Ивана Пуха как самый надежный подающий в концовке. 20-25, уверенный старт Локомотива. И вот эта легкость в игре, понимание, что как бы не складывался сет, всегда можно включить турборежим и сделать решающий рывок, оно сыграло злую шутку для новосибирцев. Легкость превратилась в расхлябанность, и уже к середине второго сета Локомотив горел -7. Отсутствие концентрации в первую очередь сказалось на подаче, а затем уже и на внутрикомандных взаимодействиях, которые, очевидно, еще не отточены до уровня мышечной памяти. Стоит отдать должное и нижегородцам, которые самоотверженно играли в защите и старались реализовывать доигровки в тяжелых ситуациях, но факт остается фактом. Константинов пустил в бой резервистов, чтобы привести в себя основных игроков. Да, Локомотив играл не в самом оптимальном составе. В Новосибирске остался Сэм Деру, видимо, для полноценной подготовки к тяжелейшим матчам в декабре. На площадке его подменял Александр Маркин. Но с другой стороны сетки Горький вовсе весь матч провел с резервным связующим. Дранишников поберег ветерана Филиппова, дав возможность проявить себя Целищеву, который в последних играх очень неплохо показывал себя, выходя на замену. Сет же завершился разгромом 25-17, 1-1. Опущенные с небес на землю, новосибирцы выдали потрясающий третий сет. Вернулось давление на подаче, а 75% реализации в атаке выглядят просто невероятно. Отсюда и зеркальные цифры на табло 17-25. Четвертую же партию железнодорожники вновь начали собрано, сделав хороший отрыв с самого начала, и партия двигалась к логическому завершению 20-24. Казалось, сделай один съем и езжай в Новосибирск готовиться к домашней игре с Факелом, но гости решили поиграть на нервах болельщиков. Илья Скуркаев дважды не реализовал атаку в центре сетки, а нижегородцы были точны в доигровке. Дальше Бенкович, вышедший на усиление приема, с ним не справился, подарив легкий переходящий сопернику. Железняков реализовал доигровку и вовсе вывел Горький на сетболы. Благо, Лока спустя 2 тайм-аута Пламена осознал, что очки терять не хочется. Оформил съем, а на балансе, дважды закрыв Никитина, оформил 3-очковую победу, хотя тайбрейк был очень близок. 26-28, 1-3. Тяжелая, в первую очередь из-за недонастроя, победа новосибирской команды. Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Лызик, набравший 18 очков. Остальная статистика матча на экранах ваших устройств. Так, прежде чем переходить к следующим матчам, просто необходимо обсудить 2 важных момента.
Во-первых, очень хочется пожелать здоровья Сэму Деру, у которого в рамках планового обследования обнаружено онкологическое заболевание. Весь волейбольный мир с тобой, Сэм. Ты не раз побеждал на волейбольной площадке, уверен, что и здесь победа будет за тобой. Во-вторых, появилось несколько трансферных слухов по поводу продолжения карьеры Мони Николова. Один инсайдер сообщает, что болгарин продолжит карьеру со своим братом в Люба Чевитанова. Второй рассматривает вариант перехода в питерский «Зенит», куда попытаются выкупить и его брата. Что думаете по этому поводу? Хорошего дня, мои дорогие болгарские зрители, не забывайте оставлять свое мнение в комментариях. Мы же с вами двигаемся дальше. У Белогорья наконец-то появилась возможность немного выдохнуть, ведь в гости приехал кемеровский Кузбасс. И в первых двух сетах проблем совершенно не возникало. 25-18, 25-19. Баранов даже позволил себе ротацию. На площадке появились молодой доигровщик Лапшин и центральный Штыблов или Штыблов. Напишите, как правильно, в комментариях, пожалуйста. В третьей же партии казалось, что львы игру закончат, но Кузбасс, тоже имеющий кадровые потери, отсутствовали Коваликов и Супрунов, вцепился мертвой хваткой. Да и львы позволили допустить себе несколько ненужных ошибок, в результате чего цифры на табло сравнялись. В равной концовке Тихонов оформил уверенный съем из четвертой зоны, а затем классно исполнил подачу, которая привела к доигровочному шансу для Ильи Морозова. Доигровщик не оплошал и перевел матч в четвертый игровой отрезок 23-25. Но на большее кемеровчан не хватило, и вы только посмотрите, кто матч завершил. Роман Порошин эйсом, силовой подачей по первой зоне. Фантастика. 25-18, 3-1. Самым результативным игроком встречи стал Павел Титюхин, набравший 20 очков. Нельзя не отметить Ивана Подребинкина, который провел встречу с 70% реализацией атак, набрав 19 результативных баллов. Матчи в Красноярске зачастую любой команде даются тяжело. Фаворит ты или нет, Енисей на домашней площадке будет кусаться. Правда, у подопечных Брянского нашелся свой вид намордника на этого сибирского зверя. Максим Сапожков просто уничтожил Енисей, буквально в одиночку. 22 очка за 3 сета, 70% реализации и 3 блока. Остальные москвичи классно подавали, что позволяло всей команде показывать отличные цифры на блоке. Этот элемент красноярцы проиграли чуть ли не в сухую, 4 против 13. Два раза по 20-25, 18-25, 0-3 уверенная победа «Динамо». Протокол встречи на экранах ваших устройств. Куда интереснее прошел матч в Уфе, где к набравшему игровые кондиции «Динамо Урал» в гости приехала команда «Ротация» «Динамо» из Ленинградской области. И в первой партии сосновоборцы совершенно не оставили шансов сопернику 20-25. Правда, во второй случился настоящий провал в атаке. Невозможно выигрывать партии с процентом реализации 32. Невозможно. Уфимцы же наладили съем, стали поднимать в защите, от этого без проблем завершили второй игровой отрезок в свою пользу 25-17. В третьем сете после серии подач Воронкова, где хозяева сначала не разобрались, кто должен поднимать в защите доигровочный мяч, а затем Миргареха дважды закрыл Пирайнина, казалось, что сосновоборцев уже не остановить. Но Урал включился, и после блока Мельникова на все том же Миргареха цифры на табло почти сравнялись 21-22. Лидера ленинградцев эта ситуация никак не расстроила, ведь кубинец тут же оформил съем, а затем зарядил мощную подачу, после которой Ушков вторым касанием отправил мяч на трибуны 22-25. В четвертой партии борьба была максимально равной, вплоть до самой концовки, где все решил тренерский ход Климкина, который выпустил на усиление подачи Семена Дмитриева. 19-20 превратились в 19-24 после ошибок Пирайнина и из-под обца, а также просто потрясающего, невероятного, суперзатяжного розыгрыша, который остался за сосновоборцами. 20-25, 1-3. Самым результативным игроком встречи стал Аснеэль Миргареха, набравший 25 очков. Остальная статистика на ваших экранах.
Переходим к матчу между МГТУ и Газпром Югрой, где мы в очередной раз увидели феерию двух Костадиновых. И если 10 очков доигровщика Александра не выглядят впечатляюще, то вот 10 очков, 6 из которых эйсы от связующего Слави, отправляют его в серьезную погоню в бомбардирской гонке связующих за Семеном Николовым. По матчу же стоит лишь отметить отличный выход Кирилла Никифорова вместо Литвинова у Газпром Югры. МГТУ опять космически много ошибались, что не позволяло бороться с соперником. 20-25, 17-25, 21-25, 0-3. Поразительно простая гостевая победа сургутской команды. Самыми результативными стали сразу 3 игрока. Денис Антонов, Максим Шкредов и Денис Литвинов набрали по 11 очков. В Ярославле же произошло важнейшее изменение. Боги волейбола услышали мольбы Чеса и всех остальных игроков Ярославича, поэтому место на тренерском мостике занял Валерий Песковский. Сергей Шляпников же, по официальной информации, приболел и занялся важными вопросами, связанными со стройкой нового зала. Встреча для хозяев началась неудачно, волейболисты новые действовали надежно, а вот ярославцы не могли организовать атаку с качественного приема, что не позволяло команде бороться на равных 19-25. Во втором сете качество игры хозяев подросло, и Ярославич на зубах с минимальным отрывом смог вырвать партию 25-23. В третьей казалось, что это всего лишь случайность, ведь после очередной неудачной передачи Чеса, которую не смог исправить Бобров, счет стал 12-15. Но на площадке появился Алексей Кураш и в очередной раз преобразил игру ярославского коллектива. Хозяева подравнялись, и при счете 23-23 команды выдали потрясающий затяжной эпизод, в финале которого Терентьев не встретился со своим нападающим, а вот Мильянец удачно отыгрался от блока. Тут же на сетболе Шкулявичус рискнул на тяжелейшем мяче с 5 метра и отправил Валар в аут. 25-23, 2-1. Это поражение подкосило подопечных Микановича, и в четвертом игровом отрезке навязать борьбу уже было тяжело. Да и у Ярославича легионеры наконец-то показали свой потенциал. Наверное, впервые за весь сезон и Мильянец, и Насри сыграли достаточно ровно, с максимально пользой для своей команды. У серба 21 очко, у иранца 20. 25-21, 3-1 важнейшая победа Ярославича, которая подняла команду на 12 место в турнирной таблице. Отправляемся в Оренбург, где в гости к местному Оренбуржью приехал новоуренгойский Факел. В первом сете команды не отпускали друг друга ни на шаг, и судьба игрового отрезка решилась в концовке. Ткаченко в центре сетки оформил съем, а затем воспитанник казанского «Зенита» Михаил Хлякин классно исполнил подачу и сам же реализовал доигровочный мяч 25-23. Но на большее хозяев не хватило. В первую очередь Оренбуржье не смогло справиться с Романо, который провел очередной классный матч. 27 очков, 3 эйса, 56% реализации в атаке. 21-25, 19-25, 20-25. 1-3 Факел спустя 11 туров оформляет первую гостевую победу. Остальная статистика на ваших экранах. Завершаем разбор центральным матчем тура – зенитовское дерби. В гости к питерскому приехал казанский. Правда, хозяева подошли к этому матчу без основной боевой единицы. Травма Владислава Бабкевича усугубилась после матча с Белогорьем, и он в срочном порядке отправился на лечение в Германию. Олекна удивил, в основе появился не Виктор Полетаев и даже не Роман Пакшин. Место диагонального занял Максим Бочаров. Но, в принципе, не так важно, кто там был на какой позиции, когда у команды так летит подача. Питер просто снес своим натиском крепость казанского приема. Каждая подача летела словно из пушки, плюс нередко помогал домашний трос, меняя траектории ввода мяча в игру в кардинально разные стороны. Больше всех удивлял Янт. Именно на его подачах хозяева смогли сделать сумасшедший отрыв. В какой-то момент счет на табло был 29 в пользу подопечных Олекна. Такого разгрома, конечно, никто совершенно не ожидал. В том числе, думаю, и сами волейболисты питерского «Зенита». Первый игровой отрезок пролетел буквально пулей 25-15.
Вместо Федорова появился Донани, и команды без раскачки начали потрясающую борьбу за инициативу во второй партии. Ну что за розыгрыш, фантастика. Несмотря на поражение в затяжном эпизоде, казанцы вышли на второй сет без мандража. Прекрасно понимаю, что такая подача, как летела у Питера в первом сете, на протяжении всего матча лететь просто не может. И это хладнокровие позволило гостям с самого начала забрать бразды правления инициативой в этом игровом отрезке себе. Кобзарь не встретился с доигровщиком на пайпе, дважды закрыли Янта, а Кононов подарил очередной хайлайт, который разлетится по всем социальным сетям. Очки, набранные защитой, и это всегда невероятно красиво. И вы, наверное, мне не поверите, но казанцы смогли удержать преимущество до конца сета. Правда, для начала стоит разобрать вот этот момент в концовке. Как вы знаете, с этого сезона принимающая команда может начинать свои изменения в расстановке после подброса мяча подающим. Космин воспользовался этим правилом, показав, что подбрасывает мяч, но затем остановился, выждал паузу и исполнил ее с места. Казанцы поменялись раньше подброса, это неоспоримый факт, но второй судья этого не заметил. В итоге эпизод достался гостям, что вызвало невероятный шквал эмоций от хозяев площадки. И их можно понять. Ошибку в расстановке никак не посмотреть с помощью челленджа, и если второй судья ее не замечает, добиться правоты невозможно. По факту у Питера отобрали очко. Это хитрая лазейка в правилах, которую можно использовать. Но вот нужно ли? Учитывая, насколько волейбол джентльменская игра. Вопрос, который, кстати, необходимо обсудить в комментариях. Сет же завершился атакой Михаила Лабинского 22-25. Третий игровой отрезок получился, наверное, самым равным во всем матче. Смотрите сами. 16-15, Лабинский не справляется с приемом, и Янт просто обязан создавать брейковый отрыв для своей команды, но направляет переходящий мяч далеко в аут. Дальше Лабинский оформляет съем, и Максим Михайлов выдает классную серию подач, где Лабинский точен в отличие от Янта на переходящем мяче, а Динейкин отправляет атаку из шестой зоны в аут. Да, именно атаку из шестой зоны, не пайп, так как угрозы первого темпа здесь и не пахло. Казанцы бережно обороняли свое брейковое преимущество. Вот, например, Бочаров поднял пушечную атаку Волкова по линии на съеме, но Романовский на переходящем мяче очень аккуратен. И тут же потрясающий эпизод. Невероятная защита от Волкова. Мяч летит то ли в поле, то ли в аут. Гребенников не рискует, доводит, а Янта закрывают блоком. 3 сетбола у казанцев. Но Питер оформляет съем. Романовский не забивает, а Янт отыгрывается от блока. Тайм-аут Вербова, ведь у его команды остался всего лишь один сетбол, который казанцы все же смогли реализовать. 23-25 и 1-2. А дальше Питер рассыпался. Пропала подача, а в волейбол казанцы играли лучше. Обязательно стоит отметить Константина Абаева и крайних нападающих «Зенита». Сотворить 60% реализации атак с 28% позитивного приема надо очень сильно постараться. Напоследок Янт, конечно, оформил эйс, но было уже поздно. 18-25, 1-3, «Зенит» Казань одерживает важную победу в зенитовском дерби. Самым результативным игроком встречи стал Марлон Янт, набравший 23 очка. Остальная статистика на экранах ваших устройств. Ну что же, вот такой обзор-разбор получился. Уже сегодня стартует 12-й тур. Вот, кстати, его расписание. Как и обещал, давайте заглянем в турнирную таблицу. Там мы увидим, что у Казани и Динамо Ило на один матч больше, ведь они провели перенесенный матч 14-го тура, а Зенит одержал тяжелую победу в 5 сетах. В остальном стоит обратить внимание, что первая пятерка наконец-то выглядит так, как и ожидалось перед началом сезона. Локо, Динамо, Питер, Казань, Белгород – это топ-5 нашего чемпионата. Удивляет Енисей, который расположился на 6-й строчке. В подвале же все ожидаемо. МГТУ и Кузбасс – главные претенденты на вылет в этом году. К ним добавится и Ярославич, если Шляпников вдруг решит вернуться на тренерский мостик.
Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, комментарий теплый напишите. Ну и в Телеграм заглядывайте. Ну а с вами был Григорий Никифоров, такой же как и вы, фанат волейбола. До скорой встречи.